Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию общий расклад Таро на отношения. И мы погрузимся в мысли загаданного вами мужчины, загаданного человека, партнера. Попытаемся сквозь призму этих мыслей или через спектр этих мыслей разгадать ситуацию, которая происходит в вашей жизни прямо сейчас, и ответить на те вопросы из потока, которые будут выходить в течение расклада. Настройтесь на себя, на своего мужчину, на своего партнера. Постарайтесь, чтобы в ближайшие 30, может быть 40 минут вас никто не беспокоил. И поначалу, сначала, чтобы начать этот расклад, я хочу спросить у карт и посмотреть его на такие поверхностные мысли, общие мысли. Вот что он думает о тебе в эту минуту прямо сейчас. Смотри, он вспоминает прошлое, и он очень тоскует, грустит, сожалеет. То есть у него прямо вот карта траура по прошлому. Что такое траур по прошлому, да? Это скорбь, он скорбит. Возможно, где-то он не может все-таки до сих пор отпустить то, что было. И его психоэмоциональное состояние достаточно сложное, тяжелое, да? То есть он пребывает в трауре по прошлому. Что он о тебе думает по этой карте? Здесь можно допустить, что он страдает, скучает и думает, что это взаимно. Возможно, он даже чувствует вот этот взаимный обмен вот этой энергией, да. Если ты не скорбишь по прошлому, с ним, условно говоря, тогда это траур, это вообще физическое состояние боли, да, то есть он переживает боль по тебе и думает, что это, наверное, взаимно в обратную сторону идет. Окей, тогда хорошо, тут уж траур, да, какие образы всплывают в его голове, когда он о тебе думает, да, вот, что прячется за этим трауром по прошлому, да. А здесь ваша близость и поддержка, то есть он вспоминает те близкие моменты, когда у вас было все ок, и он не может это отпустить, видите, до сих пор оно все еще так вот, как будто бы вы не... единое целое, да, или часть единого целого. То есть образы вашего единства, слияния, и руна Гебо все еще владеет его энергетикой в ваших отношениях. То есть он от вас на ментальном уровне с вами еще не разделен, не отъединился. То есть вы от него не отвязаны. Точнее, он от вас не отвязан. Может быть, вы от него отвязаны, а он от вас не отвязан. Вот так получается. Окей. Хорошо. Что тогда он говорит? Вот я смотрю, что он говорит себе о твоей значимости, о вашей значимости в его жизни. Что вы значите в его жизни? Здесь даже не то, что вы значите, да, а то, что между вами произошло. Я сейчас просто карта очень противоречивая, да. На карте так написано: не спешить с выводами. Давайте так скажем. Мы не будем пока что спешить с выводами о вашей значимости в его жизни. О вашей значимости в его жизни и о его значимости в жизни вашей. То есть, по сути, он так и не понял, да, вот так вот. Он так и не понимает еще, насколько и что вы значили. Скорее всего, он не осознает еще всю ценность вашу в его жизни. Услышите, да? То есть мы не должны спешить с выводами. И, соответственно, что он говорит себе о твоей значимости?
поспешил ты с выводами, да, или не все так однозначно, и все намного может быть более значимо, нежели тебе кажется. Все-таки зеркало — это то, что кажется нам на самом деле, да, или то, что мы хотим видеть. Поэтому он хотел видеть, а значило ты совершенно другое, и, скорее всего, гораздо больше, чем отражение в зеркале, да. Слышишь, да, как интересно идет поток информации? Хорошо. А давай тогда спросим, давай вот так пойдем. А есть ли в его мыслях сожаление и чувство вины по поводу вот связанное с этим единством, с чувством значимости, со скорбью, да, есть ли в его мыслях сожаление и чувство вины? Да, вредное окружение все-таки токсичное, то есть, да, его это гложет. Он и сожалеет, и винит себя, и сожалеет, и даже давай так, вина вот этот страус, сожаление вот здесь, вина, сожаление, а здесь обида. Да, есть. Вредное окружение, токсичное окружение. И я тебе скажу, что бы у вас там ни произошло, здесь женщина, она в белых перьях пока что. То есть, смотри, скорее всего, твоей вины здесь и нет. Ну, эта карта как бы убирает, да, вот это подозрение, снимает с тебя подозрение. Видишь, как интересно. Окей. Хорошо. Но тогда нужно спросить, почему-то мне приходит, как он оценивает свое поведение по отношению к тебе, вот, или как он оценивает, или, ну, как он относится к своему поведению к тебе, да, или как он критикует себя за свое поведение, вот так. Потому что здесь есть какая-то, вот, знаешь, как будто бы женщина имеет какую-то претензию к мужчине, да, и вот как он оценивает свое поведение по отношению к тебе. Ну, смотри, голубь не самая чистая птица. Голубь вообще это мусорщик города, да, так называемый, да. И он понимает, что он нарушает твои границы, где-то гадит и ведет себя как, ну, давай так скажем, брутальный человек. То есть он осознает, что он делает плохо или гадит, но ничего с этим поделать не может. Он же голубь, он же здесь на этой территории вроде бы как хозяин. Слышишь, да? И самое время поставить на паузу, подписаться на канал, если ты еще этого не сделала или не сделал, и написать любой комментарий. Это помогает продвижению канала и добавляет небольшой, маленький, но скромный бонус к твоей карме. Окей, давайте тогда немножечко посмотрим его чуть-чуть поглубже, да, вот за мыслями на поверхности, да, которые мы можем замечать. Вот такие более глубинные чувства и его эмоциональный фон. Вот что он чувствует, но пытается отрицать это. Что чувствует, но пытается отрицать. Бежит за иллюзией. Да, видишь, он в ваших отношениях створив, вибачте, ну точніше, да, создал, да, такую иллюзию, и он не признает, что он как бы в своей иллюзии, и он бежит за этой иллюзией. Возможно, он тебя наделил какими-то качествами, которых у тебя нет. А возможно, он где-то создал какое-то отношение к этим отношениям, которые не являются на самом деле теми отношениями, которые есть на самом деле. Слышишь, да, вот так вот сложно, но бег за иллюзией. По сути, он чувствует, но не признает, что он бежит за этой иллюзией. Это его иллюзия или ваша совместная? Скорее всего, пока что его личная иллюзия. И ваша иллюзия, и его иллюзия, они раздельные. И учитывая то, что здесь карта вот эта возле зеркала, она центральная, то речь в иллюзии. И об иллюзии в принципе. Да? Ну хорошо, а тогда какие тогда эмоции он прячет даже от самого себя? Даже от самого себя. Убежать от проблем и убежать от этой иллюзии. И смотри,
Он бежит к иллюзии и хочет убежать от иллюзии. То есть он понимает, что он сам себе противоречит. И вот эту, ну вот какая-то эмоция убежать от себя. Да, вот вдумайся. Конечно же, это прежде всего не признавать своей вины, не признавать своих ошибок, не признавать свои иллюзии, не признавать своих тараканов, не пытаться разбираться в себе. Может быть, искать проблемы в ком-то, может быть, кого-то обвинять или, ну, видеть, да, в своем глазу, в чужом глазу соломинку ты видишь, а в чужом глазу не видишь ты и бревна, да. Так вот здесь убежать от проблем. По сути, он не хочет решать легких проблем, тяжелых проблем, очевидных проблем. И не хочет меняться. Вот этот вот момент, он самый трудный здесь. То есть в партнере, да. То есть человек не гибок. Это уже второй вопрос. Гибки ли вы? Мы сейчас смотрим его внутренний эмоциональный фон, да. То есть он не готов где-то, ну, что-то изменить в себе. Хорошо. И решать проблемы он тоже пока не готов. Давай тогда спросим еще более глубоко. Вот как его тело, посмотрим его соматику, да? Как его тело реагирует на воспоминания о тебе? Вот, когда он вспоминает тебя, что чувствует его тело на физическом уровне? Но здесь смотри, здесь карта такая, она более абстрактная и пространственная, широта взглядов. Я бы сказал, что все его тело реагирует. И, скорее всего, он сужается, сжимается. Это ты возле большего шара. То есть ты, когда о нем думаешь, ты себя более-менее как-то сдерживаешь еще. А он вот начинает коллапсировать, да, то есть он чувствует себя где-то униженным, сжатым, зажатым. Ну и его тело, как сжимаясь, да, человек, когда сжимается, он начинает напрягаться и болеть. То есть его тело на физическом уровне болит, страдает. Ну, окей, то есть есть некие спазмы, да? Окей, хорошо. Ну, хорошо, давай спросим, есть ли в нем желание все вернуть, если уж так, да, он прям коллапсирует там, да, и девальвирует в спутник, да, Земли, в Луну, да, превращается в Луну, в темное что-то, прячется в темный шкаф. Есть ли в нем желание все вернуть? Да, оно может быть, оно может появиться, и причем оно может появиться спонтанно. Почему так? Ну, здесь карта приключения, я вам озвучиваю всегда все карты, да, и вы сами можете понять, что приключение это достаточно, ну, такая авантюристская карта, да, или карта рисков, поэтому, да, такой риск есть, и если в вашем партнере есть доля авантюризма, вы сами знаете, да, то, скорее всего, да, мы не можем исключить эту возможность. То есть этот человек может вполне взять свою пиратскую треуголку, одеть свои пиратские пиратские сапоги, да, взять сабля украинскую, да, и погнать навстречу с вами. Хорошо. Что вызывает в нем внутренний конфликт, связанный с тобой? Почему-то пришелся этот вопрос. Почему? Потому что здесь приключение и голубь. Ну вот, что может еще, какое приключение может придумать голубь на вашу голову? Ну, конечно же, то самое, которого вы никогда не ждете. Окей. Что вызывает в нем внутренний конфликт? Знаете, внутренний конфликт, как ни странно, в нем вызывает удобная женщина. Скорее всего, это вы. И, с одной стороны, вы ему подходите, потому что вы удобная, а с другой стороны, где-то ваше неудобство начинает его как-то смущать, смещать его с своей позиции и заставляет бежать за какой-то иллюзией своей. Да? Окей. Хорошо, давайте теперь немножечко подразберемся с его желаниями, страхами и истинными намерениями.
чего бы он хотел от тебя на глубинном его уровне? Он хотел бы, чтобы ты ему себя подарила. Хотела, чтобы ты стала его. Но и где-то часть себя он тоже бы, наверное, готов был бы отдать. Возможно. Но все-таки мы задали вопрос с потока. Чего бы он хотел от тебя подарить себя? Поэтому это больше касается тебя, и здесь где-то прячется твой образ. И в зависимости от того, что тебя больше всего зацепило в этой карте, можешь поставить на паузу и написать. И то, что тебя зацепило, то и есть та часть тебя, которую бы он хотел. Окей. Что его пугает в возможности сближения? Ну, он боится и себя, и вообще он боится агрессии. Я допущу, что этот человек не агрессивный. Может быть. Он не такой брутальный, как кажется. Это может быть. Но, в принципе, вообще, возможно, сближение, он боится конфликта. Почему? Потому что он бежит от проблем, и он бежит в иллюзии. Соответственно, он боится конфликта. Скорее всего, это больше твоя агрессия, нежели его. Но, имея в виду, если ты знаешь, что он действительно какой-то оборванный черт, да, такой, что же может быть общий расклад, тогда это его агрессия, которую он и боится. Ну, окей. Давай тогда спросим, а вот широта взглядов, да, то есть он на что-то смотрит, и каким он видит идеальный сценарий ваших отношений? Он видит романтику, но в чем большая проблема? Это показная романтика. Он видит показуху. И вот тут бег за его иллюзией, то есть этот человек склонен к некому китчу, гиперэго, да, к транслированию эго. И ему важно казаться, нежели быть. Хотя лучше быть, нежели казаться. Вот здесь у него его и бег за иллюзией, и попытка ухода от проблем. Соответственно, он хочет показной романтики. То есть он хочет видеть больше. И чтобы другие тоже видели. Поэтому будь аккуратна с этим партнером. И он хочет, чтобы видели вас. То есть он не хочет некого шоу. Для чего это? Не знаю. Но, в принципе, может быть, он хочет, чтобы этого оценили. Но, учитывая то, что это показная романтика, может быть, я допущу, что он хочет, чтобы ты оценила то, что он как бы показывает тебе. Но, еще раз, он больше кажется, нежели он есть по вот этой карте, в принципе. И в отношениях он где-то, наверное, такое и есть. Что он больше кажется, нежели есть. Да, у павлина там красивый хвост, но поет он достаточно мерзко. Да? Мерзенно, тобто. Хорошо. А давай спросим, все-таки мы в страхах, в желаниях скрытых, да? Есть ли в нем страх зависимости от тебя или от твоих энергетик? Побаивается тебя. Почему? Потому что когда ты молчишь, глубоко молчишь, когда ты глубоко молчишь и слушаешь свою интуицию, он может подозревать, когда ты слышишь себя изнутри, он может подозревать в тебе ведьму. Ну, в каждом человеке есть ведьмак-ведьма, да, и здесь, да, он побаивается зависимости от тебя. Он иногда не понимает, как твоя женская магия, твои женские чары действуют на него. Окей. Хорошо. А может ли его поведение, вот это вот, объясняться чем-то внешним, каким-то внешним воздействием? Может, если у вас есть соперница, которая наблюдает за вами, но вы о ней, скорее всего, догадываетесь или как-то подозреваете, что она есть, то есть подсматриваете тоже. Вполне да.
Ну, мы не делаем здесь каких-то диагностик. Почему-то у меня пришло, да, вот я из потока вот этот вопрос, да, тут вот слушать свою интуицию, да, и непонятное его поведение такое, ну, действительно. Поэтому может ли это быть внешнее влияние? Да, внешнее влияние именно женщина подозревает, подсматривает и наблюдает. И если вы подозреваете, подсматриваете и наблюдаете за соперницей, она за вами, еще и вы знаете, ну да, соперница здесь может подмагичивать, да, или как-то внешне влиять. Опять-таки вопрос у нас сегодня не магический, и в ближайшее время, друзья, я, выбачаюсь, проведу диагностику на наличие возможного негатива. Чихнул, это правда, да? Ну, значит, наверное, все-таки кто-то подмагичивает, да, на дистанции. Ну, давайте тогда посмотрели мы, да, эти его страхи, внутренние переживания и конфликты. Вот давай посмотрим теперь секреты, тайны и внутреннюю игру такую, да. Вот давай такой вопрос спросим, мы редко такой смотрим, почему-то он мне пришел. Вот что он утаивает в разговоре о тебе, но с другими? Что он скрывает от других о тебе? Или чего он не хочет, чтобы другие о тебе знали? Ну смотри, ваши страстные связи, возможно, сексуальные связи, он молчит об этом. Как вам хорошо в порыве страсти вместе в танце или не только в танце, да? Окей. Ну, то есть всякие детальки сексуального характера и страстных ваших моментов он не распространяется. Ну, хорошо это или плохо, напишите в комментарии, в принципе. Ну, я думаю, что это неплохо. Ну, это лично мое мнение, а ваше можете отобразить в комментарии. Давай тогда спросим, вот что он действительно боится, что ты вот возьмешь и узнаешь? Вот под страхом смерти. И, возможно, он даже и злится, когда ты приближаешься к этому вопросу. Или спрашиваешь его. Ну, он может бояться, что есть кто-то еще, соперница или человек, о котором тебе знать не нужно. Поэтому он скрывает какого-то человека тоже достаточно близкого или какие-то детали, связи с человеком, о котором тебе знать не нужно. Этот ли это человек? Ну, может быть, мы здесь не смотрим, да, вот конкретно как детектив стори какой-то, да, а просто идем по потоковым вопросам из пассианса. Хорошо, если у него двойная игра, давайте спросим, просто вот этот павлин, мне что-то он сбивает с толку. Если у него двойная игра, вот, видишь, да и вот это тоже. Не можем мы просто так сказать, нам нужно действительно наблюдение, понаблюдать за ним. Мы можем его пока подозревать. Скорее да, нежели нет, но это не однозначно, это требует наблюдения, это требует личного расклада. Ну, общий расклад об этом не говорит, но будем подозревать пока что, а там время покажет, да, вот так. Хорошо. Ну, то есть, да, соперница здесь вполне может быть. Хорошо, но что он делает тогда тайна, связанная с тобой? Может, действительно и магичит на тебя, да? Ну, мы опять-таки без магии тут смотрим. А тайна, связанная с тобой, он готовится к переменам. Какие-то перемены. Может быть, переезд. Может быть, собирает твои вещи. Может быть, собирает вещи к тебе. Поэтому, связанное с тобой, он тайно готовит все изменить. Хорошие это перемены или нет? Ну, у меня чувство от этих чемоданов, в принципе, нейтральное. Но, поскольку я люблю путешествовать, да, то у меня и поток идет такой какой-то позитивный. Поэтому он готовит какую-то тайную перемену, но которая будет однозначно неплоха в любом случае, при любом финале. Возможно, это поездка, возможно, это переезд, а возможно, приезд к тебе. О чем он мечтает, когда остается один? Наедине с самим собой. Наедине с самим собой он мечтает о тебе и ждет
вашей встречи. Здесь рядом чемоданы. Ну, скорее всего, хочет встретиться с тобой. Каким-то образом увидеться и напомнить о себе тебе. Хорошо, коль уж тут такое ожидание томное, столько чемоданов прямо, да? Чемодан, вокзал, вализа. Готовность действовать, посмотрим его и его проявление. Готов ли он действовать в твою сторону? Готов ли он действовать в твою сторону? Готов ли он действовать в твою сторону? Ты знаешь, он готов действовать, но готов действовать продуманно и мудро. Где-то что-то, какая-то ситуация между вами даст ему мудрости, придаст ему мудрости, да? И, ну, да, и как-то хитро, мудрено, вот так вот, да? Да, готов, но не наобум, без вот этого авантюризма, да, вот как-то продумав ситуацию. Хорошо, а давай тогда так, хорошо. Планирует ли он какие-то шаги или все еще колеблется? Все еще колеблется. И она, то есть он все равно мудрит так, что переносит ответственность за свои действия на нее, на тебя. Может быть, она как соперница здесь мешает, да, поэтому он еще колеблется. Мы оставим пока что эти колебания. Да, может быть, ему и нужна мудрость, или может быть какая-то мудрость должна прийти, да, wisdom, да, мудрость потока, мудрость ситуации, мудрость судьбы, кармы, да, вот эта мудрость. Но, то есть, колеблется, но планирует, давай вот так скажем, планирует, но колеблется, вот, или планирует, но колеблется и планирует. Есть ли у него четкое решение по поводу тебя? Да, есть. Есть четкое решение, он не видит еще всех деталей, всех рыс, да, вот этих, всех образов, но четкое решение по поводу тебя есть, но неких пазлов еще пока не хватает. Есть. И что мешает ему проявляться вот именно сейчас, вот в это мгновение взять, собрать чемодан, вализу, да, на вокзал и к тебе? Ну, не хватает ему холодного рассудка, разума и риска. То есть его авантюризм с его мудростью еще не нашли вот этот вот те точки соприкосновения. Поэтому холодного рассудка не хватает. Мямлет, да. Хочет ли он вот открытого разговора? Хорошая карта, нежность, да, скорее да, но это вызываться будет чувствами, твоей мягкостью. Да, хочет. Хочет, но молчит, да. Так хорошо молчит. Наверное, хорошо хочет. Ну хорошо. Давай тогда обстоятельства, внешние обстоятельства, влияние, вот все, что влияет на эту ситуацию. Кто влияет? Кто влияет на его мнение о тебе? Ну, тот, кто подает ему информацию, и тот, кто передает ему информацию о тебе. Тот, кто знает о тебе, тот и влияет на его мнение о тебе. Услышат это. Если в его окружении кто-то, кто против тебя, или вас обоих, да, этот человек есть, и он, скорее всего, скрывается, но наблюдает за вами. Да, скорее всего, есть. Были ли моменты, когда его отдаление не зависело от него? Да, были такие моменты. И это влияло на его мысли. Его мысли становились странными. И действительно кто-то владел какой-то информацией. То есть, по сути, да, эти моменты
объяснялись тем, что ему вливают в уши что-то, да, вот такое вот. Да, они были, и, скорее всего, это человек, который четко понимал, что и когда ему надо вовремя сказать, да, вот так. Хорошо, но если ты четко знаешь, что возле него нет никого, тогда эти мысли, скорее всего, этот вопрос для тебя, он как-то странный, скорее всего, ну, может быть, действительно, это странные мысли у тебя. Хорошо, давай тогда спросим, вот есть ли влияние извне, которое искажает его чувства? Прямо влияет на него чувство. Можно расценивать этот вопрос как на магическое влияние, например, да? Как вариант. Ну, кто ищет магию, то это ближе всего к магии вопрос. Да, и смотри, здесь идет остудить фантазии. Это именно остуда. И если ты знаешь, что есть соперница, то если ты думаешь, что она магичит, то она, скорее всего, магичит и делает остуду. Если ты знаешь, что соперницы нет, ну, тогда, если влияние, то это больше тогда это фантазия внутри него. Понимаешь, да? То есть, кто с какой стороны смотрит. Да, здесь действительно, видишь, ванна, холодная ванна, остудить фантазии, и кто-то его фантазии бежать к тебе остужает, и он так раз замирает и начинает там что-то себе, какие-то сложные схемы придумывать, находит себе оправдание, или тебя нагружает какими-то сложными схемами, или тебя принуждает к сложным схемам, ты их не можешь просчитать, или себе начинает, и в общем, короче, начинает вот выдумывать, и по итогу получается какой-то либо замок из песка, либо карточный домик. Вот давай спросим, вот что бы он сказал тебе, если бы снял все маски? Я хочу эти отношения начать заново. Я хочу новизны, свежего воздуха в этих отношениях. Интересно, новизна в отношениях. То есть он бы сказал, я хочу новых отношений. Ну а ты уже сама подумай, он бы хотел их перезагрузить или хотел бы вообще совершенно новых отношений. Вот тут нужно сейчас полагаться тебе на свою интуицию. Окей. Ну, может быть, что-то в себе нужно тоже менять. И тут нужно прислушиваться к своему подсознанию, что идет тебе в потоке прямо сейчас. Ну, давай посмотрим немножечко на вот больше энергии, больше подсознания и больше духовных каких-то моментов, да. Вот что его душа хочет передать тебе, именно душа. Его душа говорит тебе, готовься к серьезному, важному событию, которое может быть связано с коллективом, застольем и с торжеством. Интересно. Интересно, что сейчас чувствуешь? Как он видит тебя на энергетическом уровне? А на энергетическом уровне он видит тебя своим человеком. И где-то твой здравый авантюризм делает тебя похожим на него. Чувствует ли он, что между вами есть нечто выше логики? Да, он чувствует, что есть нечто больше, выше логики. Но он чувствует, что возврат не имеет значения. Тогда то, что выше логики, сбивает его с толку. И он где-то пребывает в иллюзии. И иллюзия тоже мешает ему, запутывает его и, скорее всего, сбивает его с пути ваших совместных гармоничных отношений. Может ли кто-то вмешиваться в ваши связи на тонком плане? Опять такой этот вопрос выходит. Почему? Потому что, видишь, тут остудить эти, да, остуду. Вот мы ее и перепроверяем. Тоже может быть второй вопрос о магии дублирующий. Но здесь соперничество, скорее всего, да, есть соперница. Ну, кто может на мужчину, на женщину гадает, тогда соперник. Окей. Хорошо. Ну, давай тогда спросим, вот какие образы возвращаются к нему во снах? Твои образы. Ты знаешь, он видит тебя постоянно разной. Но видит, что ты собираешь какую-то информацию. И
Он видит тебя, что ты читаешь какое-то письмо, читаешь или пишешь ему что-то, или пытаешься ему дозвониться или связаться. То есть ты взаимодействуешь с информацией в этих образах. И эта информация и о тебе, и связанная с тобой, и твоя информация о тебе, которая идет от тебя к ней, да, ну, от него к тебе, точнее, да, от него к тебе, и от тебя к нему, вот так. То есть он видит тебя постоянно в каком-то информационном поле, информационном взаимодействии и проявлении интереса к тебе и о тебе в том числе, и проявление твоим информационным полем. То есть, ну, по сути, он интересуется тобой, а ты интересуешься ним. Вот так он видит. Ну и как минимум он разговаривает с тобой во сне, да, вот, или на тонком плане, на ментальном уровне. Хорошо. Ну что ж, нужно уже и заканчивать как-то, то мы с вами так погрузились глубоко. А давайте попробуем теперь посмотреть будущее, заглянуть в будущее ваших отношений и, ну, рассмотрим ваш вот этот судьбоносный вектор ваших отношений. И если вы любите расклады поглубже, то напишите в комментарии, если вы хотите как побольше вопросов рассматривать в одном раскладе. Но тогда будем делать еще более глубокие нырки. Есть ли в будущем шанс для вас двоих? Карта говорит, наберись терпения. Скорее всего, да. Пока что да. И эта дымка цвета индиго достаточно многообещающая, не так ли? Как он поведет себя, если ты проявишься? Он прислушивается к твоей позиции, но займет свою. Поэтому он будет отстаивать свою позицию, но твое появление он оценит и оценит ее по достоинству. Что судьба готовит для ваших отношений? Семейные устои. И прямо сейчас можно поставить на паузу, если ты хочешь укрепить эти отношения и превратить их в семью. Пусть эта карта станет волшебным, магическим намерением объединиться в семью и сделать ваши отношения еще крепче, усилить их огнем руны Совело и связать силой единства руны Геба. Ключ, замок, язык. Амин. Как он будет чувствовать себя, если ты исчезнешь из его поля? Будет искать тебя, будет страдать и будет ходить кругами вокруг тебя, пока ваши души не объединятся в чудесном райском саду родственных душ. Руна Геба здесь царствует, в этом саду. Какое внутреннее послание он направляет тебе прямо сейчас? Он хочет, чтобы ты сделала выбор. Прямо сейчас можешь поставить на паузу, сделать свой выбор. И потом в комментарии своим намерением написать: выбор сделан. Я иду вперед. Но прежде чем ты пойдешь вперед, сделай правильный выбор. И что карты Таро говорят этим раскладом для вас в эту минуту, прямо сейчас, для вас лично? Мы не живем вчера и не живем завтра, не живем прошлым и не живем будущим. Вся жизнь происходит только здесь и сейчас. Наслаждайтесь моментом, учитесь это делать. И помните о том, что есть только миг между прошлым и будущим. Вот в этом миге и есть сконцентрирована вся жизнь. Наслаждайтесь моментом, наслаждайтесь жизнью, вне зависимости от того, как долго вы ходите вокруг да около райського сада родственних душ. Світла вам та вашому всесвітові
Бережіть себе, кохайте себе та всесвятий та райські сади ваших душ. І допомагайте силам світла нищити сили темряви. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось. Па-па.